EA Games. Challenge everything. Крипово? Да, согласен, не совсем весело, однако Burnout 3 называют одной из лучших частей во всей серии. Не буду перечислять почему, те, кто знают, и так знают почему, и скорее всего обращали внимание на эти странные амбиенты во время аварий. Давайте еще раз прослушаем их, чтобы убедиться в этом. Для того, чтобы было меньше сомнений и комментариев в стиле «это бета-версия, вот такой и амбиент», я решил сам записать геймплей, в котором поврезаюсь в трафик. Версию эмулятора вы можете видеть на экране, модификации этой игры на данный момент не могут настолько круто поменять составляющую, так что все честно. Если же у кого-то остались сомнения, то можете сами проверить на реальной консоли или же в эмуляторе. Рано или поздно вы услышите те же амбиенты, что и у меня в ролике. И об этом сегодня и будет ролик, о том, почему же Burnout 3 никогда не планировался быть мрачной игрой, хоть в каком-либо ее тоне. Кто вообще мог так подумать, спросите вы? Однако спрашиваю, и в интернете существует целая теория под названием Crash Plus Burn. Это будет короткий ролик, в котором я обсужу кое-что, не касающееся НФС. Однако заверяю, что постараюсь зацепить даже тех, кто об этой серии слышит впервые. Ну и заметка, я не всезнайка в серии Burnout, поэтому если кто-то имеет какие-то отдельные или неизвестные факты о данной теме, и вы будете не согласны с теми или иными доводами, пишите мнение в комментариях. Это LM4 в озвучке MSX, и давайте начнем. Итак, для того, чтобы понять дальнейший ход моих мыслей, надо уяснить пару вещей. Первое и самое главное. Почему этот амбиент присутствует и есть ли он в финальной игре? Начнем по порядку. Данная смесь звуков происходит при авариях в игре, при нажатии клавиши Impact, активирующая замедление времени. Если что, серия Burnout базируется на безбашенной езде и авариях. Именно они лучше всего проработаны в игре. Казалось бы, в чем тогда прикол? Почему же разработчики сделали настолько мрачное оформление, казалось бы, одной из главных составляющих игры? Мы никогда не узнаем. Однако нельзя не признать, что оформление действительно очень нагнетающее. Присутствует ли подобная тема в финальной игре? Но если вы внимательно следили за тем, что я говорю и как говорю, то слышали, что говорил я явно не в прошедшем времени, что значит да, есть. Что касается звукового оформления, оно ничуть не изменилось. Вернее как, сам амбиент перекроили, но в целом настроение и мрачность никуда не пропало. Вот парочку сравнений.
Фух, вроде все уяснил. Теперь к той самой Crash Plus Burn теории. Появилась она относительно недавно, в октябре прошлого года, в виде ролика чела, который собрал нормальную сумму просмотров и кучу обсуждений. В нем сразу и сходу говорится, что игра была более мрачной и так далее. То же самое касается роликов с отдельным рипом звуков импакта, где также игроки искренне считают, что ранее игра была более темной и жесткой. Если вы адекватный и разумный человек, это вас сразу должно смутить, потому что как такая игра могла собрать высокий рейтинг, если противоречит своим же принципам? И это правильный ход мыслей, но мы отошли от теории. В ролике он в основном говорит про то, что как все выглядит серьезно, разбирает самый первый тизер игры, который, кстати, так и называется Burnout 3 Crash Plus Burn. Отсюда же и название теории, и в целом нагоняет соответствующую атмосферу. Вообще, история у этого трейлера слегка печальная. Судя по всему, выложили его 3 апреля 2004 года на Gamers Shell, где он продержался меньше суток, после чего его снесли. Однако на его страницу все еще можно зайти. Снесли его не из-за утечки, хотя и этого сказать нельзя наверняка. Реальной и главной причиной удаления стал тот факт, что приставка Crash Plus Burn уже была зарегистрирована в виде отдельной гоночной игры, а Criterion, студия-разработчика, не хотела проблем с правообладателями, поэтому замела за собой следы. Тем не менее, ролик можно спокойно найти на YouTube, где присутствует копирайтный знак Gamers Shell. Само видео в ужасном качестве, но существует еще один залив. Угадайте от кого? От Grand Theft Auto. Собственно, сам тизер загружен на его второй канал Super Type One. Прежде чем продолжить, естественно, надо ознакомиться с трейлером. Смотрим. Это, собственно, все. Да, без музыки это звучит и выглядит не очень весело, а учитывая пустынный амбиент, напоминающий онный из всем знакомого Сталкера, это становится вдвойне не весело. Честно, я не знаю, почему его сделали так, однако это ни разу не говорит об темной атмосфере игры. Почему же? Все разрушает один простой пруф. В 2015 году Criterion опубликовала в своем блоге пост, в котором объяснила происхождение главной идеи третьей игры. Цитирую: «Когда вы создаете игру, лучшие фичи — это не те вещи, которые вы в нее вкладываете. Это то, что игроки получают из этого. Burnout 2 Point of Impact был спроектирован и закреплен весь на скорости, авариях и трафике. Но когда игроки получали в свои руки то, что им нравилось делать, особенно в режиме игры на двоих, они просто врезались в своих соперников. Конечно, был режим погони, но что если бы можно было выиграть гонку, вмазав соперника прямиком в стену прямо перед финишной чертой? То есть главный аспект геймплея в виде прямого абуза своих оппонентов, который они и сами не прочь применить на тебе, и является основным фаном. К тому же в игре есть специально посвященный самоуничтожению режим, появившийся еще со второй части. Там в прямом смысле можно нахрен взорваться, просто подобрав пикап, или влететь в грузовик с горючим. И как после такого вообще можно говорить о какой-то либо мрачности игры? То есть, блин, это просто невозможно, ни при каких условиях. Это так не работает, черт возьми. Не могли разработчики внезапно так отупеть и сделать противоречие логике принципам самой игры. Burnout 3 никогда не планировался быть жестким и криповым, даже хоть в какой-то степени. А Impact Ambient — это просто результат работы, который как-то, но все же вписывается в геймплей. После этого любые доводы данной теории становятся раздутым шаром из неподтвержденных фактов и странных мыслей. Но во время разработки проекта рассматривались самые разные имена для игры. Помимо Crash Plus Burn также были Burnout 3 Fuel Injection, Burnout 3 Seek and Destroy, Burnout 3 Chili Con Carnage, Burnout 3 Carnage и Burnout 3 See You in Hell. И вот теперь я официально разрешаю не соглашаться с моими ранее сказанными словами, потому что я не знаю, как это вообще могло рассматриваться. Есть у меня, конечно, одно объяснение, но как бы я его вам не рассказывал, оно будет похоже по форме бреда на теорию Crash Plus Burn. В общем, единственное оправдание у меня — это то, что это просто сказанное кем-то в шутку или случайное название игры, которое настолько въелось в голову сотрудникам, что оно стало официальным рассматриваемым именем будущей аркады. Все. Даже при условии, что в игре могло что-то с какой-то натяжкой планироваться мрачное, это название не подходит для рейтинга игры, и оно никогда
никогда бы не прошло проверку, что только подтверждает мою теорию. Еще также у фанатов вызывает сильное возмущение название Crash Plus Burn, которое вы за сегодня услышали не раз. Я не могу сказать, что тут не так, поскольку для меня оно звучит как авария плюс горение. Но если они увидят как врежься и сгори, то тогда вопросов нет. Но это мало походит на правду, так что недопонимание остается открытым. Вот такая вот теория Crash Plus Burn, и мое отношение к ней вы сейчас услышали. Я понимаю, что со мной могут быть не согласны некоторые люди, особенно фанаты, поэтому секция комментариев открыта, вливайте своего мнения в массы. А если кто-то впервые услышал про данную серию или не знал, что кроме Burnout Paradise есть еще игры из этой серии, бегом, опробуйте самые лучшие хиты данной франшизы. Конечно, вам понадобится неплохой ПК и эмулятор, ибо да, кроме Paradise на ПК больше никаких частей нет, но это того стоит. Подписывайтесь на канал, у меня тут видео по 3 месяца выходят. Весело бывает, короче. Еще не забудьте чекнуть мою группу ВКонтакте, в которой я пощу апдейты по каналу, плюс можете посетить мой Discord-сервер по моддингу Need for Speed, на котором выходят различные новости по моим текущим проектам. Также, если вы заинтересованы, то можете спросить у меня какой-нибудь вопрос в данном ролике. Я как раз их собираю на будущее вещание. С вами была МФО в озвучке MSX. Спасибо за просмотр и увидимся! Crash Plus Burn.